Я думаю и надеюсь, вам понравился мой прошлый ролик по проблемным пушкам. И именно благодаря ему меня, наконец-то, выпустили из психушки. Сегодня, чтобы вас не мучить, мы посмотрим на действительно странные пушки, как из самой игры, так и из модов. Начнем мы с чего-то более знакомого, Glock 17. Этот экземпляр стреляет патроном 9 на 19 и является полуавтоматическим. Но что делать, если хочется увеличить скорострельность? Конечно, можно взять 18C, который имеет два режима стрельбы. Но мне не нравится, как этот переключатель выглядит. Мне хочется чего-то простого, как обычный выключатель света. Тогда для вас и для меня есть, Glock с выключателем. И если вы подумали, что этот Glock похож на док-станцию для умного дома, который включает свет, ставит чайники и тому подобное, то, увы, я собираюсь вас огорчить. Этот переключатель нужен только для одной цели – менять режим стрельбы. Ну а что будет, если соединить Glock с любой болтовой винтовкой? Получится настоящее детище. Этот Glock особенно подойдет для левшей благодаря его затвору. Хоть я и правша, признаюсь честно, такое решение оставляет желать лучшего, поэтому для левшей это скорее всего будет инновацией, чем ошибкой. И вместо этого болтового Глока мы возьмем Glock Томпсона, или как он тут называется, Гломсон. Чисто гетто-мафия. И раз мы заговорили про Томпсона, у меня есть о нем пару слов. Это классическая оружейная легенда, стреляет патроном 45 АЦП и имеет магазин на целых 50 патронов. Все мы знаем его как главное оружие мафии. Она появляется во всеми любимых играх. В фильмах и даже в реальной жизни. Но давайте немного приоткроем занавес истории. Томми Ган стал культовым благодаря своей высокой скорострельности и огромному магазину, а также благодаря тому, что выглядит очень впечатляюще. Не зря его прозвали чикагской пишущей машинкой или чикагской пианино. Все за счет его звука и внешнего вида в стиле старых фильмов. Во времена сухого закона 20-30-х годов он был любимым оружием мафии, использовался для кровавых разборок и перестрелок. Хотя, стоит и отметить то, что его иногда брали и полицейские. Но это скорее всего только для того, чтобы просто казаться крутыми. Но именно в руках мафии он стал настоящей легендой и широко известен. Конец истории. Чего вы еще хотите? Это все спики. Однако, мне кажется, не все мафиози смогли подняться до его уровня. Почему? Потому что не все дошли до его легендарных масштабов. А вместо этого у рядовых мафиози было вот что-то похожее на Томми Ган. А именно кулари, что является финским произведением и стреляющий тем же АЦП, но только в 25-м калибре. Но также можно считать его оружием финской мафии. И раз мы сидим все еще на ППшках, то все мы хорошо знаем МП5, родившийся в Германии и является уменьшенной копией винтовки G3. Стреляет патроном 9 на 19. Но ПП есть ПП, что она легкая в весе и слаба по патроне. И хочется чего-то мощненького. Хочется взять и вместо этого скучного, вонючего 9 на 19 использовать, ну там, я не знаю, например, 7,62 на 51, как во многих винтовках. И в хот-догах есть такое чудо. H51 херачит патрон 7,62 на 51 и может вмещать в себя 50 патронов. И вместо ПП у нас теперь есть полноценная винтовка под мощный патрон. Скорострельность у него, конечно, будет чутка меньше, но это не мешает тому, что патрон является винтовочным и просто разрывает каждую сосиску нахуй. Насчет винтовок. Давайте поговорим о очень интересной в играх модели, о диверсионной винтовке Лобаева, или сокращенно ДВЛ.
Это действительно классный образец, который не так часто встречается в игровом мире. На примере, она есть во всеми любимом, Таркове. В двух вариантах. В первый, стандартный, без всяких наворотов. А второй вариант с глушителем. И именно этот вариант популярен при выполнении квестов или при охоте на чивука. Но задавались ли когда-нибудь вопросом, как часто вы промахиваетесь? Насколько хорош ваш эйм? Если ваш уровень примерно выше среднего среди игроков в шутерах, у меня есть к вам несколько слов. Во-первых, хочу пожелать всем, кто меня вдруг убьет из ниоткуда, приятно пойти нахуй. А во-вторых, при каждом выстреле ваш глушитель будет нагреваться до такой степени, что он начнет выглядеть как... Ну, тут, к сожалению, у меня нет шутки, что добавить, так что фантазируйте сами, вы маленькие извращуги. И напоследок, что-то посерьезнее. Познакомьтесь с винтовкой Баррета. Это настоящее чудовище, стреляющее мощнейшим патроном 50 БМГ. В зависимости от типа патрона, она легко может отправить на небеса любую бронетехнику, транспортные средства или пробить кирпичную бетонную стену, как масло. Для примера, стоишь что-то еблом щелкаешь, слышишь, шаги странные какие-то. А это маленькая сосиска, которая, скорее всего, сделана из куриного фарша и приготовлена неправильно, и хочет, чтобы ее избавили от мук, и чтобы она была съедена. И ты вот так стоял, и элементарно. Раз по иблишу, сработала ее, и испарилась шваль. Все понимаешь? Надеюсь. Но мне вас, наверное, мало удивить длинными винтовками. Я их либо укорачиваю, либо ищу им замену. И вот тут я представляю вам Визбенгер. Что это такое? Это пара железяк с тактической рукояткой, на которой есть кольца для патронов 50-го калибра и небольшой гвоздик. А также его верная подружка молоточек. И тут мы соединяем 2 плюс 2 и получаем не намного более надежное и более смертельное оружие для домохозяек, которое, к сожалению, не сможет попасть по противнику или просто себе отстегнет руку полностью. Он, конечно, немного выглядит как пистолет, но считать его нельзя, ведь это будет преступление не только для меня, но и для вас тоже. И раз уж мы заговорили о пистолетах и о 50-м калибре, у меня для вас есть IPSC 2011. Несмотря на то, что это спортивный пистолет 1911, у него есть один нюанс. Он не такой, как все. В отличие от странного прицела или кучи компенсаторов, он, к сожалению, переломный. Но вы представить не можете, у него есть старший брат, USP... которая, честно говоря, стреляет миниатюрным танковым снарядом. И как его младший брат, он, к сожалению, тоже переломный. Я думаю, нам пора на этом заканчивать. А то в этой психушке не то, что завтрак невкусный, так еще и всякие страны там ходят. Поэтому на этой ноте мы и закончим. Мы с вами еще не прощаемся. Может, увидимся, ну или услышимся, тут как повезет. Meanwhile. Danke, Dummkopfs.